случилось в 2003 году? Как говорит журнал «Экономист», произошла ментальная революция. Я очень рад отметить, что, и вы, наверное, знаете, что грузины очень умный, эрудированный народ. И несмотря на то, что сейчас официальный штраф, если нарушаешь, например, правила дорожного движения, штраф очень высокий, за мелкое нарушение приходится платить около $100, а раньше платили взятку порядка 5 или 10 долларов. Несмотря на это, все люди довольны, потому что они знают, что они совершили маленькое административное преступление, можно так назвать. И реально они знают, что эти деньги пойдут в казну. Что касается ГАИ, раз уже начал я об этом говорить, за один день, буквально за один день, был уволен весь личный состав ГАИ. Это 35 тысяч сотрудников ГАИ. И плюс еще к этому придачу и всех сотрудников таможенной службы и так далее. И вы представьте себе, в течение 3 месяцев в стране не было ГАИ. Но что самое интересное, то, что в течение этих 3 месяцев уровень преступности снизился на 70%. Я думаю, эта цифра о чем-то говорит. Были упразднены техосмотр и разные такие вещи, которые создавали коррумпированную систему. Мы, Грузия, потеряли очень много времени в течение 90-х, всех 90-х, так что времени терять было уже нельзя в 2003 году. Так что было 2 варианта последующего развития. Это разработка стратегии, которая заняла бы еще 1,5–2 года, обсуждение с разными заинтересованными лицами и так далее. Или второй путь – действовать безо всякой конкретной стратегии, действовать и учиться на ошибках. Я думаю, мы выбрали второй путь, и я думаю, как показывает наше сегодняшнее состояние, пошли по правильному пути. Ошибки, конечно, были, но, к счастью, небольшие. С 2003 до 2008 года наша экономика росла в среднем на 8,5%. Инвестиции с каждым годом увеличивались, потому что был создан очень сильный фундамент. И система, где бизнесмен чувствовал себя как рыба в воде. Чувствовал, что государство ему помогает, нежели создает какие-то барьеры. Бизнес можно зарегистрировать за 15 минут, получить разрешение. Реально разрешения не существует, но все бумажки, что касается ведения бизнеса, доставления и так далее, все можно получить в очень красивом здании, где тебя будут встречать с улыбкой. Права водительские можно получить за 120 секунд, как подтверждает редактор российского журнала «Авторевью». За 120 секунд, то есть за 2 минуты. Экономика, возвращаясь к экономике, росла в среднем на 8,5%. Инвестиции в 2007 году превысили $2 миллиарда. Это довольно-таки хорошая цифра для Грузии. К сожалению, в 2008 году, после мирового экономического кризиса и особенно агрессии со стороны нашего северного соседа, в 2009 году мы испытывали кое-какие сложности. Экономика снизилась на 4%, но в 2010 году мы опять вернулись к росту экономики, она составила 6,4%. В этом году наш прогноз роста приблизительно такой же, от 6 до 7%, но я думаю, в следующем году мы уже вернемся к цифрам 2007 года, и у нас рост составит больше 10%. Говоря о приоритетах, мы говорили, наш ведущий упомянул туризм, сельское хозяйство, это и есть приоритет развития нашей страны, но также это и инфраструктура, транспорт, логистика, коммуникации и энергетика. Скажу несколько слов о туризме. Я очень рад, что господин Колесников упомянул несколько раз Батуми и Грузию, потому что в течение последних 3 лет количество иностранных туристов в Грузию увеличивается в среднем на 40%. Представьте себе, это огромная цифра. А если судить о 8 месяцах этого года, 2011, по сравнению с предыдущим годом, число иностранных туристов увеличилось на 43%. И приезжают они почему? Потому что знают, что Грузия безопасная страна. Я хочу вам, если вы об этом не знаете, недавно Еврокомиссия
безопасности находится на втором месте во всей Европе, после Исландии. В Исландии, наверное, криминала совсем не существует, так что Грузия реально находится на первом месте. Потому что туристы в стране чувствуют себя безопасно. А 10 лет назад этого представить было невозможно, потому что Грузия, наверное, была примером вору в законе, кумовства, криминала, слово «инацуали», вы, наверное, с этим словом знакомы. Так что вот такая была Грузия и такая сейчас она есть. Люди себя чувствуют безопасно, развивается инфраструктура и, конечно, есть в Грузии, само собой разумеется, посмотреть на прекрасный морской пейзаж, посетить самые высокие горы в Европе, озера, реки, попробовать грузинское вино и так далее. Я прилетел позавчера, и я сегодня, и вчера, между прочим, у меня была такая большая дилемма, когда я прилетел в аэропорт Симферополя. У меня был такой интересный случай. Я думал, рассказать вам об этом или нет, но я решил все равно рассказать. Может быть, это звучит не очень хорошо, но во всяком случае Украина и Грузия друзья, так что я буду откровенен. Если не ошибаюсь, в аэропорту находится 10 паспортных киосков, так называемых. Было открыто всего лишь 3. Очередь стояла огромная. В очереди я простоял 45 минут. А когда я уже встретился с очень красивой девушкой из паспортного контроля, я там прождал еще 25 минут. Она меня спросила, какова цель визита. Я об этом ей сообщил. Потом она спросила, где вы будете проживать, об этом тоже. И после этого она начала звонить Александру Николаевичу, если это правильно я помню, или может быть неправильно, начальнику смены. Я у нее спросил, а в чем дело? Я ей сказал, что я заместитель министра экономики Грузии, я очень редко своей должностью апеллирую, но во всяком случае подумал, что в этот момент это будет уместно. Она сказала, очень приятно, вышла и вернулась через 15 минут. Я до сих пор не знаю, она со своим начальником виделась или нет, но во всяком случае, я, конечно, не вмешиваюсь во внутренние дела паспортного контроля и безопасности Украины, но во всяком случае я точно знаю, что это главная проблема развития туризма. Главная проблема, потому что в Симферополь или в Ялту я, возможно, прилечу, я постараюсь прилететь и делать сюда визиты почаще, к сожалению, не получится, может быть, в следующем году. Так что это для меня будет проблема, возможно, один раз в году. Но для украинских граждан это ежедневная проблема. И та же самая проблема, с которой мы сталкивались в Грузии. Так что я думаю, вот главная проблема, одна из главных проблем, это создание вот таких проблем обычным гражданам. Так что пока надо начинать снизу и потом говорить о приоритетах роста экономики и так далее. Я очень, конечно, извиняюсь, но для меня судьба Украины очень важна, и я поэтому рассказал вам об этой истории. К тому же на четверть украинец, моя бабушка из славного города Львова на западе Украины, где мой дед Павел Семенович Майсурадзе защищал отчизну от фашистской агрессии. Так что туризм. Туризм – это такая сфера, которая включает в себя и инфраструктуру, и финансовые услуги, и сельское хозяйство. Так что я думаю, мы двигаемся в правильном направлении. Нам недостаточно гостиничных мест, и поэтому мы в стране очень активно развиваем гостиницы. Еще раз возвращаясь к словам господина Колесникова, он упомянул Батуми. Батуми – маленький городок, население чуть больше 100 тысяч человек. В течение следующих 3-4 лет в Батуми будут 12, 10, 12 пятизвездочных отелей. Я не говорю про Мэриот, Шератон и про Рэдисон. Будут гостиницы мирового класса. Это Шангри-Ла, это Four Seasons, это Кемпинский, Trump Towers и так далее. Севернее Батуми и северное Поти находится местечко Анаклия, где мы создаем свободную туристическую зону. И, возможно, вас заинтересует, или вы об этом скажете вашим друзьям и коллегам. Там мы создали свободную туристическую зону. Землю мы предлагаем инвестору бесплатно, и в течение следующих 15 лет они не будут платить налогов, и мы будем подводить туда инфраструктуру, то есть газ, электричество и так далее. Что касается энергетики. В 2009 году мы стали нетто-экспортером электроэнергии во все соседние страны. В Армению, Азербайджан, Турцию, в Россию. До этого мы всегда импортировали электроэнергию. За счет чего это у нас получилось?
получилось, потому что строятся новые гидроэлектростанции, потому что мы производим 90% всей электроэнергии от гидроисточников. Но до этого, где-то 5-10 лет назад, электроэнергию мы в основном импортировали от нашего северного соседа, которому иногда в один прекрасный день почему-то захотелось бы, и очень часто ему хотелось, чтобы выключать рубильник, и так что Грузия оставалась без электричества. Диверсификация – это очень важное слово. Мы диверсифицируем как и снабжение электроэнергии, так и снабжение газа. У нас с Азербайджаном долгосрочный контракт. Я знаю, что вопрос газа очень важный, тем более в этой стране, так что цена зафиксирована, и у нас долгосрочный контракт. А до этого где-то 80% всего газа мы получали именно из России. Что касается диверсификации, я хочу вам сказать, что экономика Грузии диверсифицирована. Нет сектора экономики Грузии, который составляет более 15% всего ВВП. Так что я думаю, это один из факторов, который нам помог справиться с проблемами 2008 года. Потому что хочу отметить, что в отличие от западных стран, от Соединенных Штатов, в Грузии не было случая и не было ни одного банка, который надо было спасти после экономического кризиса и после войны с Россией. Еще буквально минутка. Сельское хозяйство. Само название тут, правда, на грузинском языке мы называем Грузию Сакартвелу, но называется так на английском и на других языках Джорджия, то есть Георгия, это слово греческое слово, и значит сельское хозяйство или фермер. Так что Грузия всегда, вы знаете, наверняка знаете грузинское вино, разные продукты. Меня, кстати, спрашивали о наших мандаринах. К сожалению, эта сфера очень фрагментирована в последнее время, и приходится нам импортировать традиционные грузинские продукты, даже такие, как, скажем, те же самые апельсиновые мандарины из разных стран и регионов, из Флориды, из Чили и так далее. Так что государство вкладывает 150 миллионов в развитие сельского хозяйства. Несмотря на то, что мы либеральная экономика и по большому счету сферы экономики мы не финансируем, несмотря на это, в сельское хозяйство мы вкладываем, чтобы фермеры работали нормально. Надо обязательно отметить свободную промышленную зону, которая находится в флоте, и там та же самая концепция, как и в сфере туризма. В свободной промзоне компании не будут платить налогов. Я думаю, время у меня заканчивается, и в конце хочу подчеркнуть важность этой платформы и важность добрососедских отношений на Черном море. Наши главные торговые партнеры, а также инвесторы – это наши соседние страны. Это на первом месте среди наших торговых партнеров находится Турция, на втором Азербайджан, на третьем Украина, хотя в апреле месяце Украина к моей радости переместилась на второе место, но сейчас опять на третьем. И мы очень рады развивать нормальные добрососедские отношения по всем направлениям. Хотя в отношении одного соседа это не всегда получается. Один очень важный проект, я думаю, в рамках ПИСЕКа, это кольцевая дорога на Черном море, которую можно имплементировать, я думаю, теоретически, но, к сожалению, вследствие оккупации нашей территории этого, я думаю, будет сложно достигнуть. В любом случае, я вам рассказал, надеюсь, вам было интересно.